Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать об одном очень интересном и перспективном, на мой взгляд, способе высадки ранних огурцов в теплицу. Сейчас можете видеть на своих экранах, как они выглядели 25 дней назад. Друзья, и многие наши зрители задавали закономерный вопрос, почему так густо высаживается растение в ряду? А ведь действительно в рядочке между растениями оставляли всего-навсего 25 сантиметров. Прошло 25 дней, и давайте посмотрим, как решилась проблема загущенной посадки. А проблема решилась очень просто. Растения, которые были густо посажены, затем со временем развели на две плоскости. Смотрите, вот был один ряд, получилось два ряда. Каждый ряд подвязан на свою шпалерную проволоку. Расстояние между проволоками 45 сантиметров. Здесь у основания эти растения, выглядят как один рядочек. Просто они, видите, разведены вправо-влево, вправо-влево, в шахматном порядке. Растения начали уже плодоносить, но разговор сегодня не об этом. В чем плюсы такой технологии? Друзья, легче проводить высадку, потому что один ряд высаживать легче, чем два. Тем более, если выращивание проводится на буграх. Вот такие гребни, видите, не просто в почву высаживалось, а так как это раннее выращивание, то нагребались вот такие вот бугорочки. Вот, видите, я так немножко камеру приблизил. Мы находимся, стоим, междурядье у нас ниже, а здесь бугры. Так вот, один бугор нагорнуть гораздо легче, чем для двух рядов мы бы нагребали два бугра. Затем, в чем еще плюс? В том, что легче мульчировать. Мульчирующая пленка гораздо проще ложится, если у нас один ряд. Проще еще в вопросе организации капельного полива. Здесь у нас две ленты капельницы, видите, вторая там. Просто для одного рядочка две капельницы проще организовать, чем для двух рядочков. Ну и теперь немножко о минусах такого способа, такой схемы высадки. Куда ж без них? Минусов я вижу здесь несколько. Друзья, во-первых, растения со временем начинают разрастаться. Вот сейчас они не в полном развитии своем, но со временем и листовая пластина будет увеличиваться, и рост их будет увеличиваться. Соответственно, вентиляция между вот этими двумя плоскостями будет ухудшаться. Одно дело, когда ряды через 90 сантиметров и вентиляция какая-никакая сохраняется. Другое дело, когда между рядами 45 между плоскостями. И второй момент, который, на мой взгляд, небольшой, но все-таки я бы отнес его к минусам, это то, что такой способ, такая схема высадки затрудняет листовую обработку. То ли от вредителей, то ли от болезней, то ли это будет листовая подкормка. Друзья, все-таки согласитесь, когда ряды отдельно стоящие, проще пройти с двух сторон, каждый ряд обработать. Здесь же между 45 вот этими сантиметрами опрыскивателем тщательно обработать будет весьма затруднительно. Но это не критично, я так думаю. При желании все можно сделать. На мой взгляд, вот действительно этот способ весьма интересный. И, возможно, после просмотра этого видео кто-то захочет его испытать или вообще взять себе на вооружение. Если кому-то он пригодится, я буду искренне рад. Но, друзья, прежде чем что-то масштабно внедрять в свою практику, я бы советовал все-таки испытать на небольшом участке. А на этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.